Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Я приветствую вас на моем канале «Частное мнение русского немца». Сегодня поговорим о Щепотке. Она выпустила новый ролик под названием «Чем дольше я жила в Германии, тем больше я становилась русской». Ну а в первых минутах этого ролика я хочу вас попросить подписаться на меня. Ну, конечно, поставить лайк, написать комментарий, поделиться этим роликом. Ну и, конечно, нажать на колокольчик. Не забудьте это, пожалуйста. Вы понимаете, Щепотке нужны хейтеры, чтобы она могла разговаривать или делать какие-то блоки, чтобы она могла со своими зрителями разговаривать. Вы понимаете, какой у Щепотки интеллект, чтобы разговаривать с людьми, что она не может что-то придумать, ей нужны хейтеры, чтобы она могла разговаривать со своими подписчиками. Вот так она объяснила в своем ролике. Я когда это слушал, я действительно вот так подумал. Also интеллекта у этой женщины вообще нету. Вы знаете, я смотрю Щепотку уже очень давно. Я еще ее старые фильмы видел, где она еще в Германии делала эти фильмы. И на этих фильмах она рассказывала, что она Alterpflegerin. Но она смотрит за старичками. Вот так она рассказывала в своих старых фильмах, которые она убрала. Теперь она рассказывает, что она не Alterpflegerin, что она педагогин. На педагога, как я знаю, надо университет заканчивать или институт, ну, что-то такое с высшим образованием. Но она рассказывает, что она сейчас педагогин. Когда она это все закончила, не знаю. Если кто смотрел ролики от Щепотки раньше, пожалуйста, напишите в комментариях. Может быть, я просмотрел что-то. Потому что и меня сегодня это очень удивило, когда она стала рассказывать, что она педагогин. Потом, когда она стала объяснять, как надо правильно учить детей читать и буквы учить, это она все правильно объяснила. Тут она просто молодец. Вот видите, я не только рассказываю про нее, про плохие вещи, я ей рассказываю про хорошие вещи. Тут она просто молодец. Она правильно объяснила. А самое странное было, что она эти знания знала сама по себе, а не из университетских или там, где она училась. Она просто это знала. А потом, когда она стала с диагнозом объяснять, что какой ей диагноз поставили русские врачи, и что в Германии не могли ей поставить диагноз. Но она не произнесла, что за диагноз поставили русские врачи. Понимаете, она этого не сказала. Но она сказала, что ей поставили диагноз, и ей этот диагноз понравился. Она теперь знает, что ей нельзя делать дома, и что ей можно делать дома, и как ей надо заниматься. Ей показали правильные упражнения, как надо заниматься. Но вот видите, ей понравилось лечение в России, что они ей правильно объяснили, что ей можно и что ей нельзя делать. Наверное, ей понравилось то, что ей объяснили, что ей нельзя делать. Видите, а в Германии ей сказали, что она здоровая, а в России ей сказали, что она больная. И это ей очень понравилось. Ну, слава богу, хоть что-то понравилось. А, правильно, извините. Ей-то в России все нравится, в России-то все отлично. Это мы просто такие люди не знаем, потому что мы так не ездим в Россию, ничего не знаем. Хотя у нас и родственники в России живут. Многие люди рассказывают в комментариях, что происходит в России. Многие. Так что... Ну и, конечно, теперь должен все Алекс дома делать. Это ей, наверное, больше всего понравилось, что теперь ей дома не надо ничего делать, теперь будет Алекс все делать. Вот скажите мне, пожалуйста, какой диагноз поставили русские врачи, и что она теперь в этот диагноз так верит и знает, что он правильный, этот диагноз. Ну и, конечно, объясните мне, если кто тут в Германии живет, почему германские врачи это не нашли.
а российские врачи это нашли. Потом она стала рассказывать, что она старается разговаривать на немецком языке с сыном, чтобы сын мог разговаривать на немецком. Да, это хорошо, очень хорошо. Но что она потом стала рассказывать, этого я не мог понять. Она стала рассказывать, что она из-за принципа, что беженцы, которые приехали в Германию, например, в Сирии, говорили на своем языке, да, на своем языке. А она старалась на русском не разговаривать, старалась всегда разговаривать на немецком, чтобы культурно выглядеть. Это, конечно, нормально, что люди стараются разговаривать на языке той страны, куда они приехали. Но знаете, что было ненормально? Когда она сказала, что когда вот эти все флюхлинги приехали, что она из этих флюхлингов стала из принципа не разговаривать на немецком языке со своим сыном, только на русском разговаривать, потому что другие разговаривали со своими детьми на языке, ну, на муттершпрахе, на своем языке разговаривали. Знаете, я всегда думаю, что люди должны себя усовершенствовать. Но у Щепотки этого нету. Она говорит, что ей на все наплевать. Если другие разговаривают на своем языке, то она тоже будет на своем языке разговаривать. А вот вы какого мнения? Напишите в комментариях, что лучше, 2 языка знать, или 3 языка знать, или 4 языка лучше знать, или знать свой родной язык и другие языки не учить. И вот видите, какие Möglichkeiten, какие возможности были у Щепотки в Германии. Она могла со своим ребенком разговаривать на русском языке, он ей отвечал на немецком языке, и никто на это не обращал внимания. А теперь из разговора Щепотки я понял одно, что Филипп стесняется разговаривать на немецком языке и стесняется, что если мама ему какие-нибудь слова говорит на немецком языке. Я так думаю, что Филипп не стесняется, просто в школе, может быть, там его засмеяли или еще что-то. Мне так кажется. Извините, пожалуйста, не в школу, а в детский садик. Видите, а в Германии все это возможно. Можно разговаривать на своем языке, тебе никто ничего не скажет. Можно разговаривать на другом языке, тебе тоже никто ничего не скажет. Можно на немецком разговаривать, тебе тоже никто ничего не скажет. Никто абсолютно ничего не скажет. Потому что в Германии все стараются дружелюбно жить и друг другу помочь, если у него проблемы. А в России, мне кажется, такого уже нету. Раньше в России помогали друг другу. Но сейчас, мне кажется, этого больше нету. Напишите в комментариях, прав я или нет. Если я прав, то это хорошо. Если я не прав, ну извините, я уже давно не живу в России. Ну и потом она еще сказала, что в Германии мы все Русланд Deutsche были люди, которых не видно было. Про нас так много говорили в телевизоре, так много на передач показывали. Конечно, не всегда хорошее рассказывали про нас, но люди знали, что мы тут есть. Так что никогда не надо говорить, что мы были люди, которых не слышно было. Нас было слышно. Ну а теперь я с вами попрощаюсь, скажу всего хорошего. Подписывайтесь на меня, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь роликом. Ну и, конечно, нажимайте на колокольчик. Не забывайте на колокольчик нажать, чтобы вы всегда знали, когда мое следующее видео выйдет.